Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот красоту, как ленточное кружево. Посмотрите, какое оно нежное, легкое. Увидела я его вот в такой вещи, как вы сейчас видите на экране. Как назвать, я не знаю, но как бы это покрывает голову на одном из торжеств, да, свадьба. Увидела я его в одном из иностранных журналов. Там вообще идет, в общем-то, предложение нам связать и свадебное платье, связать там платье для гостей, и для гостя есть жилет, да. Но, в принципе, все остальное, как бы, я не знаю, разберем или нет, но вот это кружево мне очень понравилось. Оно, нельзя сказать, что оно сложное, оно очень трудоемкое, да, потому что вы видите, здесь у нас, практически через каждые 3 воздушных петли идет пико, на каждом из столбиков идет пико, то есть время затратное. Несложно, понять можно, как мы все это с вами вяжем. Вопрос еще я предугадываю. Мне скажут, как это все соединить. Я не буду вязать, скажем, вторую часть и показывать, как соединять. Есть схема, по которой можно соединить. Но можно сделать еще проще. Это будет, наверное, как бы легче и для исполнителя. И я бы, наверное, тоже так делала. Связать полотна, сделать выкройку своего изделия, какое вы планируете сделать именно из этого кружева, да, и затем навязать вот этих вот полос, сложить их, да, и вы увидите, где нам нужно соединиться просто иголочкой, потому что если мы сейчас с вами будем соединять крючком, может быть, какую-то часть и можно это сделать, это вы посмотрите по схеме, как у нас вот через вот эти пико, как мы соединяем вот, скажем так, части, сегменты этого кружева. Так можно будет соединять между собой полосы. Но если говорить о всем, допустим, изделии, том же платье, да, если мы будем смотреть, то это будет достаточно сложно. Поэтому нужно просто выложить на выкройку и затем иглой наметить и соединиться. Итак, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем вот такую вот красоту. Итак, начинаем мы с вами вязать с первой воздушной петли и еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко, хвостик вдоль. И теперь мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4. Это у нас с вами столбик. И еще 2 петли. 5, 6. 2 накида. И в колечко мы с вами вяжем столбик с 2 накидами. 2 воздушных петли, 2 накида и следующий столбик. И таких столбиков мы должны с вами сделать 12. Последние 2 петли и в 4 петлю подъема 1, 2, 3, 4 мы с вами вяжем соединительный столбик. Я под арочку перехожу столбиком без накида, вяжу 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, и под эту же арочку вяжу столбик без накида. Теперь мы с вами вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Заходим под следующую арку и вяжем столбик без накида. Опять 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В эту же арочку столбик без накида. Как вы поняли, мы с вами будем чередовать вот большую арку, маленькую. И так по кругу. Итак, вот посмотрим, что у нас получается. Видите, у нас получилось вот таких больших петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это 11. Мы сейчас должны с вами сделать 12 эту петельку. Как мы будем делать? 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 воздушных петель связали. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот с точки, с которой мы с вами выходили, мы зашли в нее и вяжем столбик 6 накидами. 1, 2, 3, 4, вот, 5, 6 и 7. Вот у нас эта арочка последняя. Теперь я вяжу 1, 2, 3 накид и под эту большую петлю связала такой вот столбик как бы с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 накид. У нас идет следующая вот большая петля. Мы с вами как бы вот под эту петлю должны сделать 2 столбика с одной вершиной. Один недовязанный столбик с одним накидом и вот один недовязанный и вот второй недовязанный столбик с одной вершиной. И мы его соединили. 1, 2, 3 накид. И под эту же большую арку вяжем еще один такой столбик. Здесь мы с вами сделали один столбик, да, а в этой под этой арочкой 2. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид и опять такие же столбики. Так мы с вами продолжаем соединять все эти большие петли и завершаем этот ряд. Итак, смотрите, вот я обошла весь наш круг, да, в каждую петельку связала столбики. Единственное, что только вот когда дошла, я увидела, что у меня здесь перекрученная вот. Хотя нет, не перекрученная, нормально. Так, теперь вот смотрите, последние 5 воздушных петель я делаю накид и в первую же арочку я захожу и вяжу точно такой же столбик с одной вершинкой из 2 недовязанных с одним накидом мы закрыли. Теперь я делаю одну воздушную петлю, я делаю накид и захожу в вершину первого нашего столбика и вяжу столбик с одним накидом. Вот как бы оказались 3 арки, да, вот мы с вами, такая вот у нас легкость, видите, нежность, красота. Далее у нас идут столбики с 3 накидами. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Запомнили нашу последнюю петельку. 1, 2, 3. Я возвращаюсь и вяжу пико. Так, и завершили. 1, 2, 3. Захожу вот в эту арочку, которая между 2 столбиками. 1, 2, 3 и последние 4. И пико. 3-я петля и зашли в вершинку, связали пико. И еще один столбик с 3 накидами. В каждую из этих арочек мы будем вязать с вами 5 столбиков. Над каждым у нас будет пико. Несколько получается трудоемко. 1, 2, 3. Но эти пико придают нашей вот кружеву вот определенную такую воздушность и легкость. Вот я сделала в первой, мы как бы сделали 3 с вами столбика. Далее 2 воздушных петли, и мы заходим с вами под арку между нашими наборами столбиков, столбик без накида. 2 воздушных петли, 3 накида, и мы вот наша вот эта вот арочка, мы в нее с вами вяжем 5 столбиков с 3 накидами, над каждым из которых мы вяжем с вами пико из 3 воздушных петель.
Вот у меня первый столбик, теперь опять 1, 2, 3, второй, пико, и так продолжаем до 5. Итак, вот что у нас уже с вами, смотрите, получилось, да? Мы обошли весь круг. Вот мы начинали с 3 столбиков. Я в эту же арку сделала еще вот 2. Наша задача соединиться вот с этими петлями подъема соединительным. Теперь я делаю 1, 2, 2 петли подъема, и вот в это пико, которое было в первом столбике, я вяжу столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. Запомнили петельку, и теперь мы делаем с вами пико. Опять-таки из 3 воздушных петель. Соединились. Теперь опять 1, 2, 3. Запомнили 3 петли для пико. Запомненную петелечку зашли и связали. 1, 2, 3. Запомнили 1, 2, 3. Вернулись, сделали пико. Итак, мы с вами связали вот такую вот как бы цепочку, на которой 1, 2, 3, 4, 5 пико. Последние 3 воздушных петли после пико, 1, 2, 3. И мы смотрим, вот у нас с вами 5 пико, в третье пико, вот 1, 2, 3, в центральное, мы с вами зашли и связали столбик без накида. Теперь мы с вами делаем еще точно такую же арку, только не 5, а 3 пико. 1, 2, 3, запомнили пико. Сделали мы с вами вот арочку с 3 пико, да, и точно так же связали столбик без накида в третье пико нижнего ряда. И так мы с вами будем чередовать. Вот такое большое пико с 5 пико и маленькое, вернее, большую арку с 5 пико и маленькую арку из 3. И так продолжаем по кругу. Итак, вот что у нас уже с вами получается, как вы видите, да? Мы с вами связали большую арку, маленькую, большую, маленькую. У нас осталась, видите, вот одна большая, одна и вторая. У нас вот здесь вот у нас с вами осталось свободное место. И именно сейчас мы с вами сделаем просто арочку без пико. И в этом месте начнем вязать уже следующий наш ну, как бы элемент или сегмент нашего ленточного кружева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я делаю накид, захожу вот в эту точку и вяжу столбик с одним накидом. Вот в принципе у нас теперь сейчас с вами образовалась вот такая арка, в которой мы начнем с вами вязать вот эти вот наши первые столбики. Я поверну вязание, и мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4. Это столбик. 1, 2, 2 накида, и заходим под вот эту вот нашу арку вновь сформировавшуюся, вяжем столбик 1, 2 накида, второй. Сейчас у нас с вами должно получиться, сейчас у нас с вами должно получиться 7 столбиков с учетом петель подъема. 2 воздушных петли, 2 накида и опять столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков мы с вами связали. Поворачиваем вязание. И теперь мы с вами должны связать вот эти большие и маленькие петли, да? То есть у нас идет повторение по большому счету. Ничего нового я вам не покажу, но как бы этот сегмент разберем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Помним, да? Мы зашли теперь с вами вот под первую арку. Столбик без накида. Теперь 5. 1, 2, 3, 4, 5.
в эту же арку. Опять 13, да, под следующую арку 5. И так мы с вами делаем большие и маленькие петли. Смотрим, что у нас с вами получилось. Вот смотрите. Одна большая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И у нас должна еще получиться 7-я петля. 7-ю петлю мы с вами вяжем, как вязали вот в первом мотиве. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И я там делала 6, но мне кажется, лучше сделать 5 накидов и связать столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. И зашли вот сюда, вот под последнюю или в петельку. И вяжем с вами столбик с 5 накидами. Итак, вот эту последнюю петелечку мы с вами связали и оказались в центре. Опять-таки поворачиваем наше вязание. Да, и помним, что вот сюда мы с вами вяжем по 2 столбика. 1, 2, 3, накид под эту петельку. Столбик с одним накидом связали. 1, 2, 3, накид и вяжем второй столбик. Один недовязанный и второй недовязанный. Вот так. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, накид. Смотрим нашу следующую петельку, делаем ее ровненькую, чтобы она была не перекрученная. И так провязываем все вот наши арки. Смотрим, видите, мы с вами связали, соединили все наши большие петли, провязали столбики. Поворачиваем вязание наше, вернее уже повернули. Так, и что дальше? Мы сначала с вами вот что сделаем. Мы с вами не поворачиваем. Нет, давайте вот так вот мы повернули вязание, да? Теперь нам нужно соединиться вот с этим первоначальным мотивом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы прямо вот от столбика не переходим в арочку, прямо от столбика 5. Теперь я вяжу, должна связать пико из 3 воздушных петель. 1, 2. Мы с вами ищем на вот этой большой арке второе пико. Вот первое, вот второе пико. Мы зашли в него, протянули вот эту вторую петлю, третья и вернулись, сделали даже вот так вот сюда. Вернулись, сделали пико. Нет, у нас здесь с вами 3 накида. Мы заходим с вами под арочку и продолжаем вязать наши столбики. Да что ж такое? Вот первый столбик, пико. Да, мы помним, что у нас здесь с вами по 5. 1, 2, 3. Я не буду вязать полностью, потому что мы с вами основной момент оговорили, как мы связали и прикрепились вот к первому этому нашему большому кругу. И теперь в каждую арку вяжем вот такие вот столбики на вершине каждого, который пико. И здесь потом соединимся с этой стороной. Итак, смотрим. Мы с вами в каждую вот арочку связали наши столбики из пико, да. Вот последний 5-й столбик. Здесь у меня вот пико последнее, да. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4. Нет, это я пико еще не сделала. И этим последним пико, да, мы с вами будем соединяться. Я делаю 2 воздушных петли, захожу вот во вторую
на нижнем мотиве во второе пико. Так, протянули столбик, и в принципе мы с вами завершаем это пико на нашем вот. Я уже и повернула, в принципе, чтобы удобнее было. И так, вот мы с вами завершили и присоединились, да. Дальше у нас с вами что остается? Нам остается вязать вот эти вот арки, чередуя арочки с 5 пико и арочки с 3 пико. В данном этапе мы сейчас с вами сделаем вот как 1, 2, 3, поднимемся. Это вот у нас первый, второй, это центральное, третье пико. Мы с вами здесь соединяемся столбиком без накида и начинаем вязать 1, 2, 3, пико 1, 2, 3. Сейчас у нас с вами будет арка с 5 пико. Так. И 5, 3, опять пико. И ну тут вы понимаете, что мы соединяемся с вами и доходим до вот этого края. И здесь уже будем начинать с вами следующий веер нашей ленты. Так, вот смотрим, что у нас с вами получается, да? Вот мы с вами связали опять арочки. 5 пико, 3, 5, 3, 5. И вот мы с вами находимся в этой точке, как бы в последнюю арку. Но мы сейчас будем опять формировать вот точно такую же как бы арку для следующего нашего сегмента нашего ленточного кружева. Сейчас мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. И вот в третье пико зашли и связали столбик с одним накидом. Теперь повернули вязание, как и в предыдущей ситуации, да, и начинаем с вами вязать сегмент. Далее у нас все повторяется. Я свяжу еще сегмент для того, чтобы уже мы посмотрим, что этот сегмент уже будет соединяться вот здесь, вот, да, как он будет смотреться более полно. А техника остается прежняя. То есть сейчас мы с вами вяжем вот 7 столбиков с 2 накидами, между ними по 2 воздушных петли. Затем мы вяжем большую и маленькую петлю. Затем на большой петле мы вяжем вот эти столбики. Затем столбики с 3 накидами с пико и вот эти большущие арки с пико. То есть все повторяется. Итак, я связала еще один сегмент. Как вы видите, да, мы с вами закрепились опять-таки за самый первый, и мы закрепились за второй сегмент. Теперь смотрите, я провязала вот эти арки с пико 5, 3, 5, и вот наша арочка из 7 воздушных петель. И мы здесь сейчас опять с вами начнем вязать вот эти столбики, закрепимся здесь и здесь. И так постепенно у нас будет веером таким расходиться, получать вот такое вот нежнейшее кружево. На этом моменте я хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!